Hello Russian learners, Anastasia here, and in this video I am going to tell you about the jobs I've had in the past. This will be a listening practice video for A1 plus level students. First, as usual, listen to me speak without the subtitles, then turn on the Russian subtitles, and only then, if it's necessary, turn on the English subtitles. So let's get to it. Когда мне было 12 лет, я заработала свои первые деньги. Это была работа у нас в школе. У нас около школы был сад. Я и мои друзья работали в школьном саду. Потом, когда я училась в педагогическом колледже, у нас была педагогическая практика. Во время практики я работала в школе с детьми, учителем английского. Я работала там 2 месяца. Правда, за эту работу мне не платили, но это был хороший опыт. Также, когда я училась в колледже, летом во время каникул я ездила в детский лагерь. Я работала там вожатой. Сначала работать в лагере мне было трудно, ведь я должна была быть с детьми все время, днем и ночью. Это был сумасшедший ритм работы. Но потом я привыкла, и мне очень понравилось работать в лагере. Позже, когда я училась в университете, я работала в разных местах. В университетской столовой, в большом торговом центре. Там я продавала сладкую вату. Я была переводчиком-фрилансером и репетитором по английскому. Но уже тогда в университете мне нравилось преподавать русский язык как иностранный. У меня были друзья-американцы, которые жили здесь, в Ижевске, и я учила их русскому языку. После университета я немного работала на автозаводе переводчиком, а в 2015 году я встретила Сергея, и мы решили открыть свою школу русского языка как иностранного. Так родился Arus Pro. Сейчас я все еще преподаю русский язык как иностранный, и мне это очень нравится. Расскажите о себе. Где вы работаете сейчас? Где вы работали раньше? Сколько у вас было мест работы? Когда вы начали работать? Пишите свои ответы в комментариях. So that was it for today. If it was helpful for you, please like the video and subscribe for more useful videos on the Russian language. And I will see you in the next video. Пока-пока!